Всех приветствую. Этот ролик будет немножко отличаться от предыдущих моих роликов по ArtCAM. То есть суть будет та самая, но в этом ролике я покажу вам две программы: SolidWorks плюс ArtCAM. А бывают такие проекты, которые требуют параметрики. И вот параметрику лучше делать в каких-то программах конструкторских. Для этих целей я применяю программу SolidWorks. Но мое направление все равно остается именно по ArtCAM. Курс обучающий записываю пока весь по ArtCAM. SolidWorks я здесь будем делать как вспомогательный инструмент, не более. Да, здесь есть CAM-система. Если честно, я ее еще до нее не дошел. Не хватает ArtCAM для своих целей. Я как-нибудь, конечно, коснусь этой темы для себя, но пока мне устраивает именно ArtCAM. Здесь у нас в этой программе будет только одна часть работы. Но она, конечно, объемная работа, но нам необходимо, чтобы сделать раскрой какого-то материала, нам необходимы именно векторы. Да, можете скачать векторы в интернете, либо купить где-то еще, но если вам необходимо какой-то свой проект, то либо какую-то работу создать свою, либо цели разные бывают. Я покажу алгоритм создания векторов на раскрой. Поэтому первый этап: мы создадим объемный элемент в виде домика. Потом мы возьмем эти вектора. Мы видим, что они у нас все, примерно, подошли, все хорошо. Вот, собирается шип-класс. И уже после этого мы берем эти все элементы и переводим в формат DXF, чтобы разместить уже, либо экспортировать, импортировать программу ArtCAM. Здесь я покажу во втором этапе создания компоновки векторов. Я специально взял поменьше лист, 1000 на 1500, потому что не у всех станки большие. И здесь скомпонуем элементы. Я покажу плюс-минусы компоновки машинной, подвигаем их вручную. И уже дальше будем делать следующее. Создадим здесь скругление углов под фрезу. Конечно, это делать не обязательно, если у вас раскрой лазером. То есть, если лазером, то получается уже такого делать не надо. Но если у вас именно на станке ЧПУ с помощью фрезы, то это все сделать можно. И я покажу это все, как это делается. После этого я создам траекторию на раскрой листов, создадим УП для станка ЧПУ. Я расскажу про фрезы, про режим резки, получим управляющую программу. Этот ролик будет ускоренным на видеохостингах, но если вам будет необходимость получить знания, инвестировать в свои умения, которые вам необходимы будут для дальнейших каких-то своих целей, то, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании на мои ресурсы. Там я выложу полный курс. Вы получите алгоритм работы, который вам позволит создавать свои макеты по своим идеям и применять уже эти знания там, где вам это необходимо. В бизнесе, либо как в хобби и так далее. Я просто предоставляю вам за короткое время изучить этот материал и пользоваться им дальше в виде знаний.
my dollars, make it hurt.